Украинские фейкометы, которые когда-то до нашей эры были украинскими журналистами, а потом переродились, продолжают ставить антирекорды. Программа на телеканале ICTV. Программа, которая разоблачает российскую пропаганду и российский маразм. Поехали! Еще вчера товарищ Мизулина просила Думу запретить интимные стрижки у женщин. Мол, якобы это не исконно русские традиции и не свойственно русским женщинам. Вот первоисточник нашего вброса. Он пресс. Разрушает тра-та-та. В Российской Федерации хотят запретить брить лобок. Предложила своим коллегам закон. Где она это предложила? Не сказано. Откуда эта цитата? Неизвестно. Ну, вернее, известно. Его придумали славные журналисты. Журналисты. Назовем их журналисты условно. Вот этого издания On Press Info. К слову, что интересно. Здесь есть, видите, обязательно АТО Украина и сайт на двух языках. На русском и на украинском. Совпадение? Не думаю. Ну и вот, вброс этот полетел. И все уже перепечатывали со ссылкой на On Press Info. Злые языки утверждают, что это издание, сайт Ходорковского. Не знаю, насколько это правда, но если это так, то даже не буду говорить, что я думаю о Ходорковском. Вот, утверждается, что это Ходорковский. Украинские журналисты, ну кто бы сомневался, а вместе с ними ресурс Ходорковского распространили очередной фейк по поводу депутата Госдумы. Вполне возможно. Из Украины фейки идут уже на экспорт. Продолжаем. Тут был поставлен рекорд, кстати, в передаче. По-моему, за минуту 4 фейка. Ну, продолжим. А уже сегодня она решила спасать Россию от демографической катастрофы. Но каким способом? Все больше и больше молодых и здоровых девушек предпочитают карьеру рождению ребенка. Традиционные семейные ценности пущены под откос. Если дело так пойдет и дальше, то мы обречены на вымирание. Государство не имеет права допустить этого. Если законопроект будет принят, то высшее образование в вузах гражданам женского пола можно будет получать только по предъявлению свидетельства о рождении ребенка. Как сказано, уже сегодня Мизулина предлагает то-то и то-то. Да, если сегодня 12, ну или 13 июля 2013 года представители Мизулиной опровергли запрет на высшее образование для нерожавших девушек. Примечательно, кто распространил этот вброс. Текст распространили некоторые издания, известные журналисты, например, обозреватель «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Ввиду того, что Матвей до сих пор не опроверг информацию о том, что он носит женское белье, я полагаю, что он его таки носит. Вдумайтесь вот в эту выдуманную цитату. Кем они считают своих зрителей? Кем? Учиться и заниматься наукой вообще не женское дело. Женское дело рожать и воспитывать детей, а науку и образование оставьте мужчинам. Ну а дальше уж аджик вообще высокого полета. Высоколетающий аджик. Повысить рождаемость, а точнее сделать ее более качественной, доктор юридических наук предлагает путем рождения детей от самого президента Российской Федерации Владимира Путина. С таким предложением депутат выступила на круглом столе, посвященном проблеме деторождаемости в России. Этот вброс распространили, самые помоечные издания, но интересно, со ссылкой на кого? Предлагает рожать от Путина, бла-бла-бла. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталья Славянка. Кто? Наталья Славянка. Да что за Наталья Славянка? Сейчас покажу. Вот она, Наталья Славянка. Мрак, вот это жесть, шизанутая, бла-бла-бла. Матери, данная мера. Откуда ты это узнала? Да ниоткуда. Для того, чтобы понять, откуда вот это вот взялось, достаточно взглянуть на страницу вот этой вот женщины. Ну а тут по сути кастинг на все фейки. Лучший фейк, самый вонючий фейк, самый тупой фейк. Все фейки, которые я только помню, размещены на стене у этой неадеквашки. Все фейки, что я только помню. Ни один из фейков не обошел ее стену стороной. То есть помоечные издания распространили фейк, сославшись на стену барышни, которая постоянно выдумывает фейки. А украинский телеканал, после того, как все уже постебались над фейком, поставил это для того, чтобы разоблачить российскую пропаганду.
Дети, рожденные от российского президента, в будущем составят военную и политическую элиту государства, считает Мизулина. Да. Как будет происходить оплодотворение всех женщин России, вопрос, конечно же, сложный. Но как произошло оплодотворение ложью и абсолютным маразмом телезрителей телеканала ICTV, мы только что увидели. Однако же просмотр не закончен, мы продолжаем. Владимирские депутаты запретили пинать и вырывать грибы вместе с грибницей и постановили аккуратно срезать их ножичком. Вот тут я не понял, а после какого слова следует смеяться? Вот, допустим, в Нидерландах, если ты даже срежешь гриб, не обязательно его вырывать, тем самым уничтожая грибницу навсегда, а срежешь, у тебя будут проблемы на выходе из леса. В Германии ты не можешь просто так приходить, что там срезать, забирать из леса. В лесу для птичек и для белочек, ну, к примеру. В всяком случае, те места, где бывал я, там именно так. Ну, а Украина, стремящаяся в Европу, высмеивать закон, по которому не разрешается уничтожать грибницы, ну, это как-то глуповато, мне кажется. Ну, мне кажется, ребята. Впрочем, я помню, как в Киеве, прямо в Киеве, в городе, на озерах уток стреляли охотники. Депутатов Свердловской областной думы застраховали от изнасилования. Депутатов застраховали от изнасилования. Да, в 2007 году. На самом деле был заключен договор, и там были все пункты наступления страховых случаев. Вот, пункт 26 от изнасилования. Но Свердловский областной суд 12.11.2009. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, признал статью 38 Закона Свердловской области 2006 года, противоречащей федеральному законодательству и не действующей со дня вступления решения в законную силу. Свердловский областной суд еще в 2009 году отменил этот закон. Свердловский областной суд отменил страхование депутатов. В 2009 году, вы не знали, да? А депутат Челябинской городской думы Наталья Баскова предлагает издать закон, который обязал бы всех женщин выйти замуж и родить хотя бы одного ребенка до достижения 20-летнего возраста. Россиянок могут обязать рожать до 20 лет. С таким предложением выступила депутат. Будь моя воля, я бы издала закон, обязующий всех женщин выйти замуж и родить. Депутатша сказала об этом на каком-то эфире. В стиле «Эх, была б моя воля». И все. Никто не выступал ни с каким предложением вынести это как законодательную инициативу. Об этом поговорили, посмеялись и забыли. Забыли, но только не украинские СМИ, они не могут забыть о таких вещах. Они вон законы в 2009 году отмененные вспоминают. Все дорожные полицейские обязаны сообщать начальству о полученных за день взятках. Итак, я спалил, откуда профессиональные украинские журналисты взяли информацию об этих всех вещах. Смотрите, по порядку. Самые тупые законы России и СНГ. Сайт называется «Дуралей». Владимирская область. Владимирские депутаты запретили пинать и вырывать грибы. Свердловская область. Депутаты Свердловской области застраховали от изнасилования. Киргизия. Все дорожные полицейские обязаны сообщить начальству о полученных за день взятках. Белоруссия и Украина. К слову, в Белоруссии должны держать в аптечке не менее 3 презервативов. В Украине 1 презерватив. В Украине презервативами комплектуются все автомобильные аптечки. Ну, про это почему-то никто не сказал. А вот про Киргизию... А теперь смотрите книжка. Николай Еремич. Нужное чтение для ума и развлечения. Вот здесь есть рекорды Гиннесса, Шнобелевская премия, премия Дарвина, нелепые законы. Страница 70. В Южной Корее дорожные полицейские обязаны сообщать начальству о полученных за день взятках. Фейк. В фейке. Таким образом, сайты вонючки разместили новость о том, что в Киргизии полицейские должны отчитываться перед начальством за полученные взятки. Но перепутали на самом деле, потому что речь в книжке, которая вышла и которая была взята за основу для распространения вот этой информации, речь в ней идет о Южной Корее на самом деле. Получается, фейканули 1 раз, а телеканал ICTV фейканул дважды, потому что он взял фейк, который был сделан на фейк, и разместил у себя, выплеснув вот эту вот ерунду на своих зрителей.
Заканчивается передача вполне традиционно. Где-то на востоке Украины умирают российские военные, убивая украинцев. Будем считать, что борьба с российским маразмом и пропагандой идет вполне успешно. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе.